Медведя по имени Артур, который провел в тесной железной клетке долгих 15 лет, наконец освободили и перевезли в специализированный центр восстановления животных. Никто из присутствующих не мог даже предположить, как он поведет себя в тот момент, когда впервые за много лет почувствует настоящую свободу. Когда створка его временного контейнера медленно поднялась, по траве прошел легкий ветер. Для Артура этот момент означал начало совершенно новой жизни, и люди вокруг замерли, внимательно наблюдая за его реакцией. Из темноты осторожно показалась измученная морда, и свидетели происходящего, казалось, на несколько секунд забыли дышать. Этот момент был важен не только для самого медведя, но и для сотрудников организации «Защита дикой природы», которые долго боролись за его спасение. После короткой паузы из проема показалась тяжелая лапа и осторожно коснулась зеленой травы. Артур опустил голову и посмотрел вниз, будто пытаясь понять, что происходит. Он впервые в жизни почувствовал мягкость настоящей земли и, казалось, не знал, как реагировать на это ощущение. У людей, наблюдавших за этим, сжимались сердца. Этот медведь не должен был провести лучшие годы своей жизни за решеткой. Однако к 15 годам он так и не узнал, что такое простор и настоящая свобода. Первые 10 лет своей жизни Артур провел в маленьком частном зоопарке на окраине Кыргызстана. Условия там были очень тяжелыми. Его клетка представляла собой тесное и темное пространство, где почти не было света и совсем не было места для движения. Единственным развлечением для него была возможность наблюдать за другими животными и за людьми, которые каждый день проходили мимо. Когда он был молод, люди казались ему чем-то интересным. В клетке не было ничего, что могло бы занять его внимание, и поэтому движение посетителей хоть немного разбавляло однообразие его дней. Однако со временем поток гостей начал уменьшаться, и ситуация постепенно изменилась. Животных в зоопарке становилось все меньше, пока однажды владельцы не объявили о его закрытии. Всех зверей, которые были меньше Артура, довольно быстро перевезли в другие места. Он же остался самым крупным животным в этом заброшенном месте. Он лежал неподвижно и наблюдал, как его соседей по очереди грузят в машины и увозят прочь. К вечеру территория опустела полностью, и в старом зоопарке остался только один медведь. Артур сидел возле решетки и терпеливо ждал, что за ним тоже приедут. Но никто так и не появился. У него не осталось ни еды, ни воды, ни подстилки, ни привычных предметов. Только холодные металлические прутья и жесткий бетон под лапами. Неделями Артур смотрел в пустоту, надеясь, что кто-то придет и спасет его. Дни медленно сменялись неделями. Со временем жители ближайшего города узнали о его судьбе, и несколько неравнодушных людей начали приносить ему еду, чтобы он не погиб от голода. Однако никто не знал, куда можно было бы перевести такого большого зверя, а местные власти не проявляли никакого интереса к этой проблеме. Раньше из клеток часто доносилось громкое рычание Артура, но теперь вокруг царила полная тишина. Он слишком долго звал на помощь и в конце концов перестал это делать. Одиночество сделало его жизнь бесконечно печальной. Зимы в тех краях были очень холодными, и без теплого укрытия медведю приходилось тяжело переносить мороз. Так прошли долгие 5 лет. Хотя люди иногда приносили ему еду, его существование трудно было назвать настоящей жизнью. Его шерсть потускнела и свалялась, в глазах появилась глубокая тоска, а интерес к окружающему миру почти исчез. Когда Артуру исполнилось 15 лет, многие начали опасаться, что он может умереть в любой момент. Никто не хотел, чтобы такое сильное и величественное животное закончило свою жизнь в полном одиночестве и забвении. Артур прожил уже немало лет, но так и не понял, что значит быть свободным. Жизнь за металлической решеткой была слишком жестокой судьбой для такого зверя.
Но однажды все изменилось. История об одиноком медведе в заброшенном зоопарке распространилась далеко за пределы страны. О ней узнали сотрудники международной организации «Защита дикой природы», которая занимается спасением животных, оказавшихся в неволе. Когда специалисты услышали об этой истории, они сразу поняли, что действовать нужно быстро. Была сформирована команда спасателей, которая отправилась на место. Когда волонтеры добрались до разрушенного зоопарка, увиденное поразило их. Пространство, в котором жил Артур, было крошечным. Этот огромный медведь провел здесь практически всю свою жизнь. Он никогда не видел широких просторов, не ходил по настоящей земле, у него не было ни игрушек, ни укрытия, ни возможности вести нормальную жизнь. Более того, было вполне возможно, что он никогда даже не встречал других медведей. Но самым страшным оказалось то, что последние 5 лет он провел в полной изоляции. Спасатели поняли, что действовать нужно немедленно. Вскоре им удалось узнать от местных жителей, что Артур родился прямо в этом зоопарке и практически сразу был разлучен со своей матерью. Он никогда не знал материнской заботы и никогда не играл с другими медвежатами. Весь его мир всегда ограничивался одной клеткой. Когда спасатели подошли ближе, они увидели его в самом дальнем углу. Он даже не поднял голову, когда они начали говорить. Казалось, он уже потерял всякую надежду. В свои 15 лет Артур считался уже старым медведем. В хороших условиях медведи могут жить гораздо дольше, но только если у них есть простор, правильное питание и забота людей. У Артура не было ничего из этого. Поэтому команда спасателей твердо решила, что остаток своей жизни он должен провести в достойных условиях. Теперь главной задачей стало организовать его перевозку. Сотрудники организации начали долгие переговоры и планирование маршрута. После множества звонков в авиакомпании и природные заповедники было принято решение перевести Артура в большой природный заповедник в Румынии. Выпускать его в дикую природу было уже невозможно из-за возраста и отсутствия опыта жизни на воле, но охраняемая территория была во много раз лучше его прежней клетки. Однако организовать перевозку оказалось непросто. Появились бюрократические сложности и проблемы с документами. Когда казалось, что все уже готово, возникали новые препятствия. В конце концов, одна крупная авиакомпания согласилась помочь и доставить медведя в его новый дом. Сотрудники центра были невероятно благодарны за такую поддержку. Следующим важным этапом стала подготовка к самому перелету. Нужно было обеспечить безопасность животного во время долгого пути. Был изготовлен прочный транспортный контейнер, который покрасили в светлый цвет, чтобы он меньше нагревался на солнце. Внутри использовали легкий аромат лаванды и специальные успокаивающие феромоны, чтобы медведь чувствовал себя спокойнее. Также ветеринары применили мягкие седативные препараты, чтобы перелет прошел безопасно и без лишнего стресса. В день отправки все прошло удивительно спокойно. Контейнер с медведем аккуратно погрузили в самолет. Некоторым сотрудникам даже показалось, что Артур словно понимает, что впереди его ждет лучшая жизнь. Двое кураторов летели тем же рейсом и невольно улыбались, думая о том, что обычные пассажиры даже не подозревают о необычном пассажире в грузовом отсеке. Когда самолет приземлился, стало ясно, что Артур хорошо перенес дорогу. Теперь ему предстояло привыкнуть к новой жизни. Медведь, который всю жизнь знал только тесную клетку, получил огромную территорию с травой, деревьями и специальными местами для отдыха и игр. Однако процесс адаптации не мог быть быстрым. Его мышцы ослабли из-за долгих лет без движения, а организм был истощен. Контейнер с Артуром поставили на его новой территории, и сотрудники отошли на безопасное расстояние, прежде чем открыть дверцу. Когда она поднялась, медведь осторожно выглянул наружу.
Он все еще находился под действием успокоительного и с удивлением смотрел на окружающий мир. Земля под лапами казалась ему чем-то невероятным. Прошло несколько минут, прежде чем он решился сделать первый шаг. Артур медленно вышел наружу, немного покачиваясь на ослабленных лапах. Оказавшись полностью на свободе, он остановился и долго смотрел вокруг, словно не веря, что решетки исчезли навсегда. Затем произошло то, что растрогало всех свидетелей. Старый медведь медленно опустился на траву и поднял морду к небу. День был ясным, теплый ветер шевелил его шерсть, а высоко в небе летали птицы. Артур внимательно наблюдал за ними, будто видел их впервые. Именно тогда многие поняли, что этот медведь раньше никогда не смотрел на открытое небо. В последующие дни Артур становился все смелее. Он начал гулять по территории, исследовать траву и играть с предметами, которые сотрудники центра специально подготовили для него. Наблюдать за этим было удивительно. Казалось, что перед ними молодой медведь, а не пожилой зверь, проживший всю жизнь в клетке. Впервые у него появился интерес к окружающему миру. Постепенно он начал замечать других медведей за ограждением. Его соседями оказались два медведя по имени Балу и Вальтер. Сначала Артур боялся подходить ближе, но они проявляли дружелюбное любопытство и каждое утро приветствовали его громким рычанием. Артур молчал долгие 5 лет, но однажды он подошел ближе к ограждению и лег напротив них, внимательно вдыхая их запах. Сотрудники центра наблюдали за этим с огромной радостью. Через некоторое время медведь поднялся, посмотрел на своих новых соседей и издал негромкое, но уверенное рычание. После многих лет одиночества он снова обрел голос и впервые почувствовал присутствие других животных рядом. Его жизнь начала меняться. С каждым днем он становился сильнее, учился бегать, карабкаться на холмы и играть. Если раньше он избегал соседей, то теперь общение с Балу и Вальтером стало для него привычной частью жизни. Когда-то этот медведь потерял всякую надежду, но теперь он словно заново открывал для себя мир. И тот, кого когда-то считали самым одиноким существом на Земле, больше никогда не будет один. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.